Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Чингук буквально забыл обо всем, кроме Тэхёна, потому что не мог оторвать от него глаз. Этот парень так влюблен. Крошечный Тэхён на плече своего Чингука. Девятое место. Тэхён забыл, что камера была подключена к монитору, пока он фотографировал Чингука, и это реакция участников. Это так мило и забавно. Давайте не будем забывать о их свидании на пляже в Пусане в 2 часа ночи. Восьмое место. То, как Чингук на несколько секунд забыл обо всем, потому что почувствовал прикосновение Тэхёна. Именно так и работает сила прикосновений любимого человека. Коротко о влогах, которые лайкает Тэхён. Седьмое место. Они ведут себя как пара. Так люблю этот момент. Чингук и Тэхён, как всегда, слиплись вместе, и, видимо, Чингуку этого было мало, он решил примагнититься еще сильнее. Не рассчитал свои силы, сдвинув Тэхёна назад, и когда тот удивленно на него посмотрел, Чингук соорудил невинную моську, округлив глазки. Типа я вообще тут не при делах. Ну такая сладость. Сегодня ровно год, как Чингук и Тэхён ходили вместе в боулинг. У Чингука на эфире еще в тот день лежала одежда, очень похожая на ту, в которой Тэхён был в боулинге. Шестое место. То, как Чингук никогда не позволяет Тэхёну упасть. То, как Чингук на несколько секунд забыл обо всем, потому что почувствовал прикосновение Тэхёна. Мир двоих непонятен миллионам. Независимо от того, сколько раз мы их спрашиваем. Они всегда будут упоминать всю эту историю с огнем и водой, как она есть. Чонгуку нужна вода, а Тэхёну нужен огонь.
И не будем забывать, что они ходили гадалки вместе. Так что нет, я тоже никогда не устану об этом говорить. И вспомним, когда Тэхён сказал: «Ты не можешь жить без меня». Чонгук сказал: «Я не могу жить без воды». Тэхён сказал: «Я нуждаюсь в огне, но у меня есть Чонгук». Пятое место. Тэхён действительно сказал «божественно», когда обнял и поцеловал шею Чонгука. Немного отвлечемся. Обновление Виверс. Big Hit пишет: «Здравствуйте, это Big Hit. Мы рады объявить о выпуске цифрового сингла участника Тэхёна под названием «Друзья». Это песня о любви в жанре поп-соул и R&B. Пожалуйста, следите за ее выходом. Спасибо за вашу неизменную любовь и поддержку BTS. Дата выхода 15 марта. Время 7:00. У меня в тысячный раз возникает чувство, что Тэхён словно в армию и не уходил. Моя благодарность к нему не имеет границ. Будет несколько версий песни. Big Hit в СМИ о новой песне Тэхёна. Этот трек представляет собой романтическую песню. Текст написан полностью на английском языке. На обложке сингла, что анонсировано, присутствует название песни и дата релиза. Все это оформлено на ярко-розовом фоне, что намекает на приятное настроение песни. Сингл выйдет через 6 месяцев после выпуска первого сольного альбома Тэхёна в сентябре 2023 года. Получив значительное признание как сольный исполнитель, Тэхён готов еще раз продемонстрировать свой душевный вокал. В преддверии релиза Тэхён предоставит разнообразный контент, включая концептуальные фотографии и тизер-видео. У нас будут фото и видео. ARMY уже начинают строить догадки. Название этой песни похоже на то, что что-то заканчивается, и с этого момента они не могут быть друзьями. Мы не можем быть друзьями. Но это я так, случайно попалась. Тэхён сказал: «Моя семья Чонгук». Песня Тэхёна выходит после Белого дня 14 марта в Корее, как и День Святого Валентина. В этот день именно мужчина дарит подарок своему объекту внимания. Четвертое место. Я давно заметила, что Чонгук не моргает, когда смотрит на Тэхёна. Этот мужчина так влюблен. Я никогда не смогу забыть эту улыбку, которая выходит за рамки нежности. Вы можете почувствовать любовь, плывущую вокруг. Перед теми, кто не знает об этом эфире, поясню, что, читая комментарии, Чонгук смотрел эфир, и он смотрел на медвежонка сзади, будучи очаровательным. Вы можете видеть, как он нежно улыбается, не прокручивая комментарий. Глаза прикованы к экрану, где воспроизводится видео, а затем естественное желание оглянуться на него.
И этот взгляд предназначен только для Тэхёна. Он забывает моргать и дышать всякий раз, когда Тэхён рядом. 1000 мгновений тому доказательств. Эта улыбка так узнаваема для нас. Третье место. Иногда Тэхён и Чонгук так глубоко погружаются друг в друга, что забывают обо всем на свете. Когда они остались наедине, и Тэхён просто переплел свои руки и руки Чонгука на глазах у всех, и были так счастливы вместе. Одна вещь, которую Тэхён всегда будет делать, это просить Чонгука приготовить для него, неважно, живут ли они порознь. Чонгук – первый человек, о котором думает Тэхён, когда просыпается. У Тэхёна была долгая 2-недельная рабочая поездка во Францию, и первое, что он собирается сделать сейчас, когда он вернется, это пойти на ужин с Чонгуком. Чонгук упоминает, как сильно он ненавидит звонки, но Тэхён всегда будет исключением. У Чонгука явно нет проблем с тем, чтобы сказать «нет», поэтому все, что мы видели, это его собственная свободная воля. Он любит проводить время с Тэхёном и заботиться о нем любым способом. Хейтеры, оставайтесь злыми, это ничего не изменит. Антифанаты каждый раз говорят, они не могут говорить, они не могут называть имена друг друга, они не могут никуда идти вместе. Арми могут говорить BTS в любовных отношениях, но также злятся, когда кто-то говорит «Тэгу женаты» или «Тэгу навсегда». Забавно, что Чонгук и Тэхён буквально они сами так себя назвали. Когда кто-то распространяет дезинформацию или фальшивые новости, никто не принимает сторону Тэхёна и Чонгука. Только несколько человек, которые действительно заботятся о них. Мы плохие в этом фандоме, но мы единственные, кто никогда не сомневался в их отношениях. Зовите нас как хотите, но мы хотя бы не двуличные. Чонгук и Тэхён никогда не делают что-то без смысла, вы должны это знать. Второе место. Тэхён и Чонгук в своем собственном мире. Это раковина любви. Что такое раковина любви? Вы видели, что любящие находятся в своем собственном мире? Любящих легко узнать, даже если они не проявляют чувства. Если просто стоят рядом в толпе или сидят в кафе за столиком, не прикасаясь друг к другу и не выражая любовь взглядом. Они могут просто разговаривать или молчать. Но любовь очевидна. Вокруг пары образуется такой пузырь, в котором они вдвоем. Только вдвоем, даже посреди людской суеты. Невидимая прозрачная оболочка отделяет пару от всего мира и от других людей. Незримое облачко окутывает любящих. И весь остальной мир становится фоном. Весь мир с его звуками, движениями, радостями и печалями – это фон декорации. Любящие всегда вдвоем и всегда отдельно, даже в толпе. Это невидимая оболочка, которая их окружает, создает их личный мир. У них там своя температура, свой климат, свой язык и свое молчание. И никто не может им повредить или их задеть, пока они в своем пространстве, внутри своего пузыря. Это общее поле. Когда любящие рядом, создается общее поле, полное энергии. И разрушить это поле можно только изнутри, мелкими ссорами, ложью, изменами, даже мысленными, жадностью, страхом. Внешний мир не может навредить, проникнуть, разбить оболочку. Пара – это когда всегда и везде вдвоем, даже не касаясь друг друга. В своем мире, в своем пространстве, которое надо беречь изо всех сил. Это раковина любви, дом и убежище любящих.
1 место. Просто взгляните, как Чонгук перестал улыбаться, когда ему сказали, что он не будет спать с Тэхёном. Ну такой малыш. Намджун спросил, кто будет спать с Тэхёном. Чонгук ответил: «Я». Намджун ответил: «Ты?» «Нет, это не ты». Чонгук разочарованно продолжил: «Ах, да, это не я». 태영이랑 같이 사는 애 누구야? 음치. 너 아니잖아. 뭐야? Сегодня ровно год этому легендарному эфиру Чонгука. В этот день он был очень счастлив, много пел, танцевал и веселился. Позже пришел Тэхён, и то, как мило Чонгук реагировал на его сообщение, до сих пор заставляет мое сердце трепетать. Тэхён написал: «Ты заставляешь меня улыбаться». Ребят, он напился, ты еще не умылся. Чонгук видел его. Кто это? Это Тэхён? Чонгук говорит это милым тоном. Я просто лягу спать, не умывшись. Чонгук поет, Тэхён пришел. Тэхён спрашивает: ты протрезвел? Ты сказал, что не будешь пить пиво, потому что от него набираешь вес. Чонгук ответил: я только допью то, что осталось дома. Тэхён ответил: давай выпьем 50 бутылок. Чонгук сказал: мне кажется, осталось меньше 10 бутылок. И то, как мило Чонгук листал комментарии, чтобы не пропустить сообщение Тэхёна. На этом эфире мы узнали, как очень быстро Чонгук умеет засыпать. Это было так забавно. Чонгук сказал, что приляжет и немного отдохнет, но что-то пошло не по плану, и почти 16 миллионов человек наблюдали, как он спит. Этот очень эмоциональный и такой теплый эфир занимает отдельное местечко в наших сердцах. Время летит очень быстро, и скоро мы обязательно с вами увидим эту долгожданную фразу. Чонгук начал эфир. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!